Есть то, зачем наша душа сюда пришла. Программа нас блокирует именно там, где нам что-то важно достичь. Здесь есть люди из прошлого или из будущего. Следующий уровень — это параллельные вселенные. Что сейчас происходит с людьми? Перепрошивка, если можно так это назвать. 8, 9, 10 баллов, и тогда там появляется создатель. Леонид, я начну с такого общего вопроса. Что сейчас происходит с людьми, по вашему мнению, если брать такую глобальную картину мира? Перепрошивка, если можно так это назвать, потому что достаточно много людей, у которых материальные потребности в той или иной степени удовлетворены, а духовные потребности тоже есть у всех, но нам обычно не рассказывают, как их удовлетворить. И вот это потребности, они наконец вышли наружу. Получается, такие страдания у нас происходят, и если мы берем глобальную матрицу, то как будто бы матрица может питаться нашими вот этими негативными, страдальческими эмоциями. Так ли это? Вы затронули очень серьезную тему. Так, я очень серьезная женщина. Давайте сразу начнем. В бровь или в глаз? Как? Давайте сначала в бровь, а потом в глаз. Хорошо, не вопрос. Итак, мы с вами роботы. Процентов на 97. Вы тоже? Я чуть поменьше. И наша единственная человеческая часть связана с духом. Нас обычно связывает с ним где-то 3% нашего существования. Раз мы роботы, нами управляют программы. При этом нужно заметить, что у программ совершенно другие задачи, чем у нас с вами. Программы хотят кушать. Как эта версия подходит? Ну да, это мне все напоминает фильм «Матрица», где прикрепленные трубки, да, и они что-то там питаются нашей жизненной силой. Программы питаются тем, что у нас где-то что-то не получается, в этот момент у нас идет выброс эмоций. Собственно говоря, в этот момент они и кушают. Поэтому программа крайне заинтересована, чтобы у нас нигде ничего не получилось. И мы с вами просто работники столовой, где мы кормим их, поем и моем за ними посуду. Ну, такая очень неприятная картина какая-то вырисовывается. Но у меня напрашивается вопрос, а зачем тогда создатель все это придумал? Так некрасиво получилось. Ну, это с нашей человеческой точки зрения. Да, с такой микроскопической, да, муравьиной нашей. Да, а с другой стороны, согласитесь, это неплохой опыт научиться контактировать со своей силой и выйти за программу. Точно, но я бы хотела бы еще подраскрыть, да, вот вы сказали не в бровь, а в глаз, то что же тогда в глаз? И если мы питаем эти программы, ну вот я бы хотела еще чуть подробнее узнать, как это происходит. Давайте так, программы — это некие энергетические существа, живущие в нас. Мы, к сожалению, не вершина пищевой цепочки, нас часто и долго кушают. На разных уровнях. Мы сейчас не будем наводить на наших зрителей жути. Мы потихонечку это будем делать. Я боюсь шоковой травмы. Не переключайтесь. Да. Поэтому здесь вопрос очень важный. По сути, программа касается наших ключевых вещей, наших ключевых потребностей. Программа нас блокирует именно там, где нам что-то важно достичь. Те люди, которые нас сейчас смотрят, могут к тебе присоединиться. У многих есть такого же рода вопрос. Они могут чувствовать, что с тобой происходит и что происходит в нашем поле, и брать это себе. Скажи, что для тебя самое важное в твоей жизни? На каком уровне? На человеческом или на духовном? Вообще, вот ради чего ты бы могла сказать, что вот это ради этого я живу? Ну, ради собственной эволюции, наверное. Какой-то рост, развитие, эволюционирование души. Я буду тестировать кинезиологический тест Да, обычный. хорошо. Нет, не прокатило. Еще версия. Для чего я живу? Друзья, вы тоже думаете? Это же хороший вопрос. Не знаю, как это в моей голове. Ну, для чего? Для роста. Для игры. Уже ближе. Смотри, в рамках вселенской терапии существует своя иерархия потребностей. Я называю это 5 слонами. Мы здесь для того, чтобы быть в любви, доходить до свободы, общаться с собой, отношения с собой, быть в контакте с Создателем и для безопасности. Ну вот быть в контакте с Создателем мне нравится. Быть в любви мне нравится. Хочешь, мы посмотрим, кто самый главный из этих слонов у тебя? Давайте. Мой базовый слон — свобода. Мой базовый слон — свобода. Отношения с собой. Отношения с Да. собой. Как тебе насчет отношений с собой? Ну, чудесно. То есть мне нужно... Моя главная задача в этой жизни — наладить отношения с собой. Да, догнать себя и полюбить.
Хорошо, интересно. Отзывается, не отзывается? Ну да, отзывается. Но все вот эти вот киты мне отозвались. Но все равно какие-то самые главные. Да. Мало этого, здесь очень интересный нюанс какой. То, чего мы ищем, у нас нет. Если бы это у нас было, Ага, мы бы это не искали. искали. И то есть матрица пытается в данном случае у меня как... Программа питается тобой, когда ты себя не любишь, когда ты себе испытываешь претензии, когда ты себя не поддерживаешь. Да, и все. И получается вибрационно я падаю вниз достаточно быстро, да, и как из этого подняться, тоже происходит какой-то, ну, долгий процесс. Да, и вот здесь, наверное, мы переходим к следующему уровню. У нас есть частотный диапазон. Создатель находится где-то 8, 9, 10. У меня или у всех? Не у всех. Ага. Все, что ниже, это сложности с создателем. Угу. А как ты думаешь, на какой частоте у тебя находится отношение с собой из десятки? Ну, если мне надо это проработать, наверное, на тройке. Отношение с собой находится на единице, Отношения с собой находятся на единице, на двойке, на двойке, на тройке. на тройке, на четверке. Да, лично от меня 1 балл тебе. Спасибо. То есть на четверке. Угу. И, по сути, основная задача по жизни какая? Тебя будет все время туда ссыпать. Угу. На неудовольствие к себе. Да, на На претензии. сравнивание себя, наверное. Угу. Как тебе эта версия? Да, я принимаю, да, есть такое действительно. Это то, вокруг чего вертится твоя жизнь. Есть внешняя иерархия, которую ты неким образом осознаешь, но она на самом деле вторична по отношению к внутренней иерархии. А что значит внешняя иерархия? Ну, давай посмотрим. Это тоже такая отдельная тема. Положи руку на сердце. Для меня самое главное в жизни. Для меня самое главное в жизни. Как тебе кажется, что? А что? Что? То, что вот вы сейчас сказали, наладить контакт с собой? Ну, для тебя пока, вот в рамках того, что ты осознаешь. Свобода. Свобода передвижения, свобода финансов. Не прокатило? Любовь? Похоже. Любовь, что еще? Игра, драйв. Нет. Не знаю, воплотить что-то, какие-то идеи свои воплотить. Хочешь, скажу страшно? Да. Могу попасть, могу не попасть. Если не попаду, поправишь. Быть в тревоге и напряжении. Ой, фу, как неприятно. Знаешь этих девушек? Быть в тревоге и напряжении? Ну, да, наверное. Ну, ладно, может быть. Поторгуемся? Нет. Как тебе кажется, какое время твоей жизни, какую часть твоей энергии уходит на напряжение и тревогу? 40%? Руку на сердце, опять же, там удобнее. На напряжение и тревогу уходит 100% моей жизни. На напряжение уходит 100% моей жизни? 90. 90? 80. 80? 70. 70? 70. Как тебе такая маленькая приятная цифра? Неприятно. Почему? Потому что, опять, это взаимосвязано. Если у меня нет хороших отношений с самим собой, я все время по этому поводу переживаю. Напрягаюсь и тревожусь. И матрица мной питается, да, и... С удовольствием. Она тебя хрумкает. Никогда не слышал этот звук? Иногда во сне бывает, да. Ну, честно говоря, хочется уже перейти, как бы, что же с этим делать, но я думаю, мы это чуть попозже, да, раскроем для наших зрителей. А если мы берем, как бы, общую вот эту картину, то кому живется хуже всех, да, если при такой картине мира? О, здравствуйте. Собака пришла. Кому живется хуже всех? Ну, на самом деле, надо понять, что такое хуже. Что такое хорошо и что такое плохо. Да, большинство из нас живет в дефицитах и в страхах. И, по сути, если смотреть с этой точки зрения, то наша жизнь определяется нашими дефицитами и нашими страхами. Дефициты, давайте тоже растолкуем, что такое. Дефицит – это то, чего мне не хватает. То есть, когда мы думаем о том, что бы я хотела быть, Да. того, чего у меня нету. Как ты думаешь, какой главный у тебя дефицит? Финансы? Да. Какую часть жизни ты тратишь на достижение финансовых успехов? Не знаю, 100%? А вот здесь начинается очень интересная история. Смотри, финансы могут быть на низких частотах, а могут быть на высоких. Но если это дефицит, это всегда низкие частоты. Так, ну просто это такая глобальная тема. Что значит в дефиците финансов? У меня есть ощущение, что это мне... Не реализовалось. Да. То есть у человека может быть там
достаточно небольшая зарплата, но он может себя чувствовать изобильно, да, и человек может быть там, не знаю, долларовым миллиардером, но все равно чувствует себя в Да, дефиците. потому что это Как бы, субъективное да, ощущение, очень безусловно. относительно все. А давай посмотрим. Мои финансы живут на 1 балл, Мои финансы живут на 1 балл, на 2, на 2, на 2. а могли бы на 10, на 8. Да, просто там другие финансы. Мгм. Так, окей. Подождите, как-то у нас так все началось с терапии, да? Хорошо. Окей, если мы возвращаемся к нашему первому, да, моменту, вы сказали про то, что я вот себя сравниваю со всеми, да, это то, чем матрица питается от меня, то что в таких ситуациях вы рекомендуете делать, да? Вообще, как сделать так, чтобы матрица не высасывала из меня энергию, а наоборот бы давала, если я встраиваюсь в систему, да, и чтобы мне Вселенная давала энергию на вот реализацию каких-то моих идей. И Здесь вообще, несколько этапов. Первый этап. Мы можем посмотреть, откуда эта история взялась. Потому что большая часть того, что с нами происходит, это вообще не наше. Мы это тащим из текущей жизни сравнительно мало, 10-15%. Из родовой системы где-то 50-60, 20-30 из реинкарнации. Дальше еще есть... Так, участник нашего семинара, привет. возьмите его, да, он хочет Давай, иди ко мне. к вам на ручки. Опа. Это кокос. Кокос, ты мне нравишься. А вы ему тоже. У нас, по-моему, взаимные. Так, только без поцелуев. Давай, сиди или лежи. Следующий уровень — это другое время. Здесь есть люди из прошлого или из будущего. Следующий уровень — это параллельные вселенные. Мы между ними перемещаемся. Следующий уровень — это различного рода опыты с реинкарнациями не только на Земле, будем называть это инопланетной историей. Мгм. И самое любимое народом — это воздействие. Внешние из глаза порчи или прочие полезные для здоровья вещи, или внутренние. Самопроклятие, зароки, обеты. Самое любимое, потому что это как Контракт. ответственность. Вообще все то, что вы назвали, это как будто перекладывание ответственности. Вот там прошлые жизни, вот реинкарнации, вот там кто-то с тонкого плана, значит, на меня что-то сделал. А как вы вообще видите эту картину мира, да? То есть мы, есть... Нас нет. Нас нет. Давайте с этого и начнем. Есть циферки. Если мы вспомним матрицу, помнишь нули и единицы. Да. То есть мы такие боты, запрограммированные на что-то. А какая вообще цель всего нашего нахождения здесь? Ну, менее организованная система не может обнаружить или объяснить более высокоорганизованную систему. Понятно, что мы пытаемся проецировать свои человеческие качества на Создателя, на мир. Мы приписываем ему все время целесообразность, смысл. Я боюсь, что это только из нашей реальности. Там этого ничего нет. есть- Или там вещи совершенно другого порядка, необъясняемые тем, что мы пытаемся на это спроецировать. То есть мы своим человеческим умом никогда не поймем, для чего мы здесь оказались и вообще какая задумка была у Создателя. Да. Самое страшное для человеков — это неопределенность. И бессмысленность жизни. Да. Это экзистенциальная психотерапия, которая говорит, что есть 4 базовых вопроса. Страх смерти, страх одиночества, проблема поиска смысла жизни и проблема свободы воли. Ни один из этих вопросов не решаем. Все равно все помрем. Смысла в жизни никакого. Но для того, чтобы жить, мы должны на какие-то короткие промежутки нашей жизни его придумывать. Мгм. Что еще? Объяснения все бессмысленны, никакой свободы воли нет, потому что мой любимый пример или моя любимая метафора: комментатор не влияет на футбольный матч. И то, что нам придумывает наша башка, никакого отношения к тому, что с нами происходит, реально нет. Так, подождите, но как же вот эта вся фраза о том, что мы творцы реальности, да, мы можем сотворять нашу жизнь, мы можем, Вы действительно в это верите? подождите. Или вас это успокаивает? Во-первых, меня это успокаивает. Во-вторых, я действительно вижу, как если я, например, запускаю мысль и энергию, да, в какое-то дело, я вижу, как это начинает расцветать. Кто запускает? Кто запускает? Через меня Бог запускает? Кто запускает? Кто запускает, если меня здесь нету? Хороший вопрос. Пространство. Я не знаю, но мы же все разные. Мы периферические устройства. Кто? Периферические устройства. Как периферическое зрение, да? Старые работы, говорящие о том, что электрическая активность в зоне коры головного мозга, допустим, отвечающего за руку, появляется до того, как вы подумали, что вы руку хотите поднять.
Так, хорошо. То есть если все предопределено, все, что я хочу сделать, да, все, как я поменяюсь, там, не знаю. Большая часть, не все. Потому что чем выше ваш частотный диапазон, тем больше в каких-то элементах вашей жизни у вас свобода воли. Чем ниже частотный диапазон, тем ее меньше. И, то есть есть некая пропорциональность, но все равно есть то, зачем наша душа сюда пришла, и эти ключевые моменты мы все равно... Всё-таки есть. Так и зачем она пришла? Получить опыт. Это первая версия. Так, И мы читаем книжки Нормана... Кого? я не знаю, я не читала. Не Нормана, извиняюсь, Майкла Ньютона. Так, И там история про то, что наша душа перед воплощением выбирает себе задачи. как в игре. Да. И душа — это, по сути, есть те программы, которые мы здесь выполняем. А свобода наша вся содержится в духе. Что такое дух? Связь с Создателем. Опять, Создатель — это часть реальности, на которую... Последняя часть реальности, на которую мы еще что-то можем проецировать. Ага. Похоже, вы уже в транс. Да, вы меня немножко загипнотизировали. Вообще-то у меня был список вопросов. Хорошо. Но, а как же тогда говорить про то, что вот, допустим, говорят, что люди, да, начинают пробуждаться? Это тоже, коллективная программа, которая была заложена намного до? Это скорее, если мы говорим о реальном пробуждении, то это доступ к своей человеческой части, к связи с чем-то большим. К связи с Создателем, Да, с Богом. да. Так, и мы действительно можем в этой жизни пробудиться? Можем. И здесь опять вопрос, что мы проецируем на Создателя. Какие-то родительские фигуры, какого-то контролера или еще что-то. С моей точки зрения, Создатель — это просто любовь, которую мы можем брать или не брать. Но он нас настолько любит, что не вмешивается в то, что наша душа выбрала в качестве судьбы. А когда мы обращаемся к Создателю, Мы например, с обращаемся к молитвами, к своей душе, получается? к своим программам или к своему духу. Здесь зависит от того, на каком частотном диапазоне это у вас происходит. Когда мы молимся Богу, мы молимся самому себе. И если мы просим, да, о чем-то или там благодарим за что-то, мы благодарим сами себя. Конечно. И меняем свой частотный диапазон за счет этого. Мало этого, мы еще приглушаем вот этого несчастного полковника, который нам все время рассказывает, что сейчас происходит. Так, и как работает мозг, да, по отношению к нашему духу, к нашей душе? Вот так много всего на самом Мозг — деле это у нас такое широкое понятие. Мы можем говорить, что вот этот полковник с позиции вселенской терапии — это интерпретатор. Это определенные структуры мозга, которые занимаются тем, что объясняет. Но то, что они объясняют, никакого отношения к истинной причине не имеет. Но это опять-таки то, что наша матрица, да, она Нам подсовывают. нам подсовывает, чтобы нас поесть. Да, потому что самое страшное, что у нас может быть, это неопределенность. И если бы мы воспринимали мир во всем его многообразии, мы бы сошли с ума сразу. Поэтому наш товарищ полковник говорит: ребята, вот мы можем воспринять вот это. Это нас еще с ума не сводит. Поэтому вот реальность, она вот такая, и давайте договоримся, что это так. Но кто-то внутри нас знает, что нас наколоют. Какая-то часть моей души, да, моего духа знает, что все гораздо шире, чем Конечно. мой мозг пытается объяснить мне. Да, и вот этот частотный диапазон, который я могу воспринимать, очень сильно зависит от моего контакта с силой и от моего контакта с храбростью. Чем я храбрее и чем больше у меня контакта с силой, тем в большем диапазоне я могу воспринимать окружающий мир. Ну и, естественно, это в свою очередь связано с чувствительностью и кучей других вещей. Да, вот у меня вот эта вот фраза не дает покоя, что все предопределено, да, и мы как будто бы ничего не решаем, и я вот вроде бы не совсем творец своей реальности, а вот все уже запрограммировано. И это как будто бы опускает руки так: ну ладно, если все и так предопределено, ну типа что мне делать? Ну, Это не мешает получать удовольствие. что, вообще ничего не делать? И вот это во вселенской терапии называется развлечением, и каждый тратит время своей жизни в разной степени развлекаясь. Кто-то пиво пьет, кто-то духовными практиками занимается, да простят меня люди, ищущие личностного роста. Критерий только один: развлекает, не развлекает. Хорошо. Если возвращаться к пробуждению, как человек может пробудиться и что должно произойти в его жизни? Набрать тот частотный диапазон, который позволяет ему войти в контакт с Создателем. Если опять говорить об этой 10-бальной системе, 8, 9, 10 баллов, и тогда там появляется Создатель и любовь. А как? Если духовные практики, например, не помогают, да, то через что это? Разбираться, что меня блокирует, что мешает.
получается терапия такая, психология. Да, ну не только психология, вообще очень сложно человека разделить на составные части. Психология отдельно, энергетика отдельно. Все вместе, мы же целостная система. Мало этого, давайте перейдем к совсем страшному. Так. Есть базовая нью-эйджевская идея о целостности. Слышали такую? Наша задача стать целостными. Да, что я целостная, допустим, да, мужчина целостный, вот мы встречаемся, такие два целостных. Рассказываю, что это все сказки. Так. Что, слава богу, что мы не целостные. И есть куча доказательств, что это так. Внутри нас живет куча субличностей, имеющих прям противоположные иногда интересы, а во главе нас чаще всего травматическая субличность. Утром вы встаете, и одна субличность говорит: пора вставать, время. Другая говорит: давай еще полежим. Ну и так далее. Как вам эта версия, сударыня? Да, такие субличности живут. И мало этого, эти субличности имеют разные цели и задачи. Да, да и ладно, там, когда это касается только встать или не встать с утра, а когда это касается глобальных вопросов, там, не знаю, поехать или не поехать, там, куда-то в другую страну, или заниматься этим делом, или не заниматься, и они же все начинают громко разговаривать, все эти Поэтому этот субличности. бардак можно решить только одним образом. Сначала проведя инвентаризацию этих субличностей, Мгм. посмотрев, какая за что отвечает, и дальше наладив управление. А какие есть субличности в людях? Вот вы так много работаете, да, с людьми уже много лет, там больше 25 лет Да. получается. А какие вы накопали интересные субличности, которые встречаются у большинства людей? Как они мешают друг другу вообще и человеку проявляться? Ну, есть множество, так сказать, делений на субличности. Есть классическая схема транзактного анализа родитель, взрослый ребенок. Мгм. Есть схема внутренний мужчина, внутренняя женщина. Но это такие базовые субличности, собирательные по сути. А так, в принципе, у каждого из нас может быть много субличностей. Хотите, протестируем, сколько у вас сейчас актуализированных Давайте, на данный момент? давайте. Руку на сердце. У меня одна актуализированная У субличность. меня одна актуализированная субличность. Две, 2, три, 3, четыре, 4, пять, 5, шесть. 6. 6. На данный момент всего 6 субличностей. А у кого-то бывает, да, и побольше? До 20 бывает и так далее. Но это они меняются, как бы сегодня вот 6, завтра 15, потом 2, да? Да, но тапки всегда у того, кто раньше встал. А как понять, какая моя базовая субличность, Элементарно. которая мной управляет? Мы можем использовать Катю в личных целях? Да. Кать, можно? Катя, ты ее базовая субличность. Притворись. Ну, то есть ключевая. Так, и мне нужно почувствовать что-то, да? Да? Мне весело. Не-не-не, это пока твоя субличность. Нам важно быть ее. Так, теперь мне страшно. Страшно. И я как будто сейчас потеряю равновесие. Да, помните, мы говорили, что ключевая субличность обычно травматическая. Мгм. И лет тебе сколько? Я маленькая. Конечно. Мне до года. Так, Говори просто. что говорить? Мне до года. Мне до года. Нет, от года до 3. От года Мне от года до 3. 3-5. 3-5. Да, 3. 3. У меня прям страх захватил. Да, 3, 4, 4, 5. 5. 5 лет. То есть 5 лет что-то, я предполагаю, в твоей жизни произошло некое, что породило эту субличность. И там есть страх, очень много напряжения. Да, вот я прям сжаться Да. хочется, я маленькая. Знаешь такую часть себя? Ну, да. И, по сути, очень похоже на то, что она главная. Та, которая 5 лет, который страшный, хочет Да. сжаться? Да. И, по сути, большая часть жизни уходит на то, что ее каким-то образом компенсировать Мгм. и с ней чего-то делать. Хотя на самом деле можно опять добраться до того, как она возникла, ее там немножко подлечить, и все будет немножко по-другому. Как ты думаешь, насколько часто она у тебя вылезает? Ну, видимо, часто, если она базовая. Да. И обрати внимание, как тебе сразу становится тяжело дышать, ты почти не дышишь. Скажи: уважаемая субличность, Уважаемая субличность, может, как-то договоримся? может, как-то договоримся? 2 мороженых, например. 2 шоколадки. Что, она такая продажная за 2 шоколадки? Что происходит? Ну, я не знаю, мне весело становится. Ну, на самом деле я могу сейчас сделать так, что тебе будет полегче. Мы сейчас не будем делать терапию, потому что это занимает там 20-30
30 минут. Мы просто сделаем тебе трансовую технику и ее немножко подлечим. Хочешь? Да. Готово? Мгм. Глаза закрывай. Нет смысла себя удерживать. Если хочешь сесть, можешь сесть. Что у этой субличности происходит? Меня пошатывает. Ага, У меня чувство вины. ага. И боль, и обида. Знакомые чувства для этой субличности? Чувство вины и боль? Ну, вины меньше, боль и обида скорее. Мгм. Сейчас у тебя процесс идет, и мы смотрим, что здесь будет меняться, потому что чем хороша Вселенная, что мы можем у любого человека назначить какой-то ситуации или собой, и мы можем отслеживать динамику в процессе терапии. Так заглатываю. Мгм. Ну, вот подавленное состояние. Мгм. Продолжаем наблюдать. Так в горле, да, как будто обида у меня? Да. Мгм. Вот сейчас уже немножко другое состояние. Что сейчас происходит У меня или у Кати? у Кати? М, Ну, какое-то выравнивание, что ли? Да, именно так. Центрирование. Мгм. Вот сейчас уже более-менее. Что у тебя? Если честно, я себя чувствовала как пустой такой. Мгм. Вообще ничего у меня не происходило в плане того, что даже мысли никакой не было. Мне просто легко, как будто Катя там переняла всю, всю мою тяжесть. Мгм. Ты Вот. обратил внимание, что тебя покачивал немножко? Да, немножечко было, но не то, чтобы мне было сложно... Я могу глаза открыть? Да. Да, не то, чтобы было сложно стоять, нормально мне было, но я чувствовала, да, что немножко подшатывала. Но мне было очень легко, как будто действительно Катя взяла какую-то Да. часть, которая, ну, мне утяжеляла. Мгм. Что у тебя сейчас? Ну, у меня центрированность, Мгм. твердость. Я повзрослела как. Конечно. Сколько тебе сейчас лет? Давай проверим. От 5 до 10? От 5 до 10, 10-15? 10-15, 15-20? 15-20, 20-25? 20-25. Да, 20-25. Ну да, я прям ощущаю, как будто Алиса, которая съела гриб, вот вывесит. Ага. А что в боли произошло? И с обидой? Ну, и она как будто... Я как будто выросла, а она такая маленькая осталась. То есть она вроде есть, но она незначительная. Она Да. как будто не определяет мою жизнь. Мгм. Как тебе сейчас? Мне очень легко. Да, мне прям очень полегчало. Ам, Обрати внимание, что мы сейчас не лезли в смыслы особо. Мы сейчас не делали полностью терапию. Я просто показал, как с помощью трансовых техник практически мгновенно можно менять состояние и переписывать историю. Мгм. Но когда мы делаем классическую терапию вселенскую, то мы обязательно ищем смыслы. А смыслы, для чего я живу? Нет, для чего это было, А, причины, откуда это взялось. Но мы сейчас просто я показал, что состояние можно менять практически мгновенно. И тогда смысл в том, чтобы эти субличности неким образом инвентаризировать, подлечить травматически, наладить нормальный контакт между ними, потому что очень часто они друг о друге вообще мгм. понятия не имеют или могут быть какие-то конфликтные отношения. И адаптивность — это то, что я в разных контекстах могу
делать разные субличности главными. Я бы хотела уточнить, что конкретно вы сделали. То есть я же была с закрытыми глазами, не видела. То есть это как метод Ho'oponopono, когда вы работаете с собой и Нет, это трансовая техника. Мгм. Я за тобой наблюдаю, как за человеком, который может попасть в транс, Мгм. и ты попадаешь в транс. То есть наблюдатель наблюдаемое. Да, и мало этого, дальше начинает работать поле. То есть это не экстрасенсорика. Я ничего для тебя не хочу. Поле для тебя делает ровно то, что тебе нужно. В этом плане методика абсолютно То экологична. есть вы этому обучаете, к вам можно прийти научиться для Да. того, чтобы работать с людьми, но к вам можно и на такую же терапию попасть, на которую вы Да, но это просто Это еще часть не терапии, было. это далеко не вся терапия, конечно. Да, я тогда зрителям скажу, что внизу под видео оставлю все ссылочки для того, чтобы вы ознакомились более тщательно. Там будут и мероприятия оффлайн, и онлайн. Все будет внизу, поэтому все контакты там ищите, пожалуйста. Если вы хотите испытать то, что испытала я, и даже больше. Есть два аспекта вселенской терапии. Это, с одной стороны, психологическая или психотерапевтическая методика, которую я придумал достаточно давно. А с другой стороны, что, с моей точки зрения, еще более важно, это мировоззренческая система. Это некая картина того, как устроен мир. И с этой точки зрения, наверное, это самое главное из того, что я создал. Потому что есть база, на которую мы можем опереться, мы понимаем, как все устроено, и, соответственно, с этим можно взаимодействовать совершенно по-другому. А какие основные, допустим, там 3-5 правил в мире вы можете взять и сказать, что это вот, ну, типа, основные какие-то правила? Мне очень нравятся книжки «Фрейд за 5 минут», «Юнг за 6». Ну, хочется, да, в режиме интервью хотя бы так тезисно поговорить об Все, этом. к чему мы идем, это состояние. Вся наша жизнь, все наши цели связаны с достижением тех или иных состояний. А для чего люди зарабатывают деньги? Для того, чтобы почувствовать себя на определенном уровне и, да, получить определенное состояние. Да. Для чего мы вступаем в отношения? То же самое. Поэтому целью нашей жизни является получение состояния. Соответственно, состояние никак не связано с нашими действиями. Мы состояние можем получить прямо сейчас. И тогда как будто остальное все становится бессмысленным, да, Нет. если... Так, ну а в итоге-то для чего мы живем? Вообще у меня такой вопрос. То есть если даже не я чего-то хочу, а какие-то мои субличности, да, не я этого хочу, а матрица хочет, чтобы я страдала там, да, или делала какие-то определенные действия алгоритмичные. То есть все как будто бы не я. Я вот сижу и думаю, так, а кто же тогда я, и чего же я вообще хочу, если я делаю какие-то свои действия из страха, да, из дефицита. А оставшаяся часть действий навязана тебе социумом. Да вообще, и что тогда? И что? И в результате очень интересная история, что такое мы. Что такое мы, что такое я, и чего я тогда хочу, и чего мне делать? И вот эта вселенская терапия как раз и занимается тем, что позволяет тебе добраться до себя То есть вы мне не ответите сейчас самой. самой. Да, до себя самой, потому что большинство из нас не добирается до себя. Мы живем не свою жизнь, неся что-то из рода, из реинкарнации, за маму, за папу. Мы понятия не имеем, что мы хотим на самом деле, потому что большинство людей, находясь в матрице, хотят то, что им навязывает социум. Квартиры, машины, дачи, отношения, деньги, значимость, власть. А на самом деле наша душа хочет совершенно другого. Эволюция. Или Эволюция – это Что? часть вещей, потому что, опять, это достижение каких-то состояний. Мало этого, добраться до своей человеческой части можно 3 способами. Либо добираясь до Создателя, до вот этого уровня частот 8, 9, 10 баллов, либо применяя магию, потому что магия – это выход за линейные принципы материального мира. Но это же получается не совсем корректно по отношению к нашей жизни, к нашей матрице. Магия, да? Это Кто что? сказал? А что, магия это нормально? Абсолютно. Есть мир проявленный, материальный, 20%. 80% непроявленного мира, и он существует. Жили люди, ну, допустим, возьмем языческие истории, они совершенно спокойно жили вместе с лешами, бабой-ежками, и никто никому не мешал, да ведь? Это да, просто сейчас нам как бы задвинули, да, это в режим сказок и сказали, что это же сказки, этого не существует, но по И факту... тем не менее, это иллюзия. Я могу дать тебе состояние. Хочешь? Какое? Смотря какое. Из непроявленного что-нибудь. Давайте. Как тебе кажется, какой тебе больше герой подходит? Мне какой герой подходит? Да, Из сказок? да. Знаете, вот мне нравится
как мне мой один друг рассказал про Бабу Ягу, он говорит: "Ты знаешь, что раньше Баба Яга — это была просто красивая девушка, ведающая, и ее так изуродовали в наших сказках, чтобы там не показывать ее истинную силу". И мне так это понравилась история, что я себя как-то спроецировала вот с этой Бабой Ягой, которая молодая девушка, и что-то там она такое делает Ведунья, да? интересное, да, ведунья. Вот, но, возможно, это мой мозг спроецировал. Нет, это вполне может быть. Хочешь, я тебе дам это состояние? Давайте. Готова? Да. Ой, такое веселое состояние. Что происходит? Ну, такое у меня очень игривое состояние того, что я могу все, как будто бы все такое в моей власти. Ну, то есть мне нужно очень аккуратно с этим. Я прям понимаю, что я могу сделать все, что угодно, и могу внедрить любую мысль любому человеку, но я просто делать этого не буду. Я вообще-то экологичная. Что с твоим телом происходит? Ну, такое более живое какое-то стало. Конечно. У тебя сейчас есть вопросы с травмированной детской частью? Нет. Мгм. Я не очень поняла, как это работает, но это интересно. У тебя другое состояние, и ты сейчас находишься в том, что ты можешь взять из непроявленного. М. Это состояние надолго дается или на какой-то период? Есть способы его закрепления. В общем и целом, ты его сейчас получив, можешь к нему некоторое время возвращаться. Скажи, мне нужно до месяца, Мне нужно до месяца, от месяца до 2, от месяца до 2, от 2 до 3. от 2 до 3. Да, от 2 до 3 месяцев ты возвращаешься к этому состоянию, и оно становится для тебя устойчивым. А для чего оно мне нужно? Ты по-другому взаимодействуешь с жизнью, у тебя нет травматической истории, ты становишься ведуньей и волшебницей. Нужно, нет? Да, Забирай. забираю. Спасибо, благодарю. И Очень третий понравилось вот вариант, это вот. как добраться до высоких частот, это пределы. Когда мы на максимуме, если у нас есть движок, когда мы топим газ по полной. И это тоже вышибает нас из программ. Это знаете, как вот есть фильм "Все везде и сразу". Для того, чтобы оказаться в каком-то другом варианте развития событий, они делали очень неадекватные действия. Там есть помаду, не знаю, там штаны снять посреди улицы или что там было еще в этом фильме. То есть это как бы то, что нас быстро пуляет в другую частоту. И в Типа, как другие будто, причинно-следственные да, как будто матрица такая не ожидала. То есть можно хакнуть матрицу, Да, получается. теоретически, да. Все-таки можно. Можно. Все-таки можно, это хорошо. И я вот больше бы хотела про непроявленный мир, про то, как он на нас влияет. Допустим, вот я живу, да, я не вижу тонкий план. Я чувствую, да, что что-то есть, но я, естественно, не вижу. И Вот как... давай вопрос, естественно не видишь или неестественно не видишь? Это хороший вопрос. Может быть, я неестественно его не вижу, но потому что меня немножечко пугать будет, если я его увижу. Или тебе его закрыли, потому что некие эгрегоры не заинтересованы в том, чтобы у тебя был контакт с той силой, с теми возможностями, и ты находилась в достаточно жестких рамках, рекомендуемых для тебя социумом. А там есть для меня силы и возможности. Конечно. А социумом тогда тобой сложнее управлять. Поэтому какие нет никаких магий. Так, окей. Значит, кто-то меня запугал, да? Сказали, что там страшно, а по факту там совсем не страшно, да? Просто я себе Там много представляю, что... силы, там много совершенно других ресурсов. Хорошо, а как взаимодействовать мне с тонким планом? И даже не хочется говорить взять, да, сделать какой-то обмен. То есть я им туда что-то, и они со мной как-то повзаимодействуют так корректно, аккуратно. История из жизни. Ко мне приходит клиентка, у нее навязчивая история про украшения. Когда она видит какие-то украшения с драгоценными камнями, она практически не может себе ни в чем отказать и тратить на это кучу денег. Эти украшения лежат у нее, ну, понятно, что пользоваться ими, ну, все там 40 перстней не наденешь. Начинаем с ней разбираться, выходим, что она в непроявленном была гномом и добывала драгоценные камни. Мы с ней эту ситуацию отрабатываем, и ее история с камнями тут же заканчивается. Ой, как интересно. Хорошо, то есть мы, возможно, были в какой-то реинкарнации не человеком, не животным, там, да, а каким-то из непроявленного мира. Да. Так, и получается, можно, если все происходит у нас одномоментно, и жизнь, она нелинейная, да, то я могу соприкоснуться с собой В этой цепочке вероятности, да. и попросить там у себя же какую-то силу. Ресурсы, да. Да, какие-то. А как понять, кем я была из непроявленной? Это можно тестировать. Тоже вот таким кинезиологическим тестом. Очень интересно, особенно про тонкие планы. Мне, конечно, очень нравится.
А есть какая-то практика, которая поможет прямо сейчас, там, мне, нашим зрителям, например, да, повзаимодействовать с тонким планом и уже начать чувствовать что-то гораздо большее, чем вот я просто сижу там, да, на стуле, на Да, диване, можно. смотрит. Так, Я могу дать тебе и зрителям состояние контакта с этим планом. да. Друзья, кто не готов, не смотрите. Готово? Да. У меня мозг такой, типа, такой не понимает. Такой, что Что с телом происходит? Но такое какое-то мурашечное состояние. Мгм. Ну, чувствую расширение, волнение такое чувствуется. Ам, Есть во мне такая часть, которая говорит, что да, этот человек просто сидит и пальцем вот так вот делает, а ты Но веришь. тело-то твое Да, чувствует, а другая моя часть такая, ого, вот это, да, вот это вот супер интересно. потому что состояние ты у себя вызвать не можешь. Это то, что приходит. Но, вы знаете, вообще-то страшновато как-то получается, что человек, да, извне, какой-то другой человек может управлять моим состоянием. Но обрати внимание, я делаю это экологично, я тебя спрашиваю, согласна ты на это или нет. А есть ли такие случаи, когда люди там, да, не экологично это делают? Есть разные способы воздействия, да, это уже... То есть, допустим, кто-то пришел, обучился у вас управлению состояний, Нет, то, чему я учу, нельзя применять против воли человека, но, тем не менее, закон такие свободной воли. техники есть, безусловно. Друзья, вы почувствовали, как вы вообще там в контакте с собой, с нами? Напишите, пожалуйста, что вы почувствовали, потому что я действительно ощущаю, да, какие-то изменения в теле, в своем состоянии. А, Я думаю, что это все интегрируется потом, еще даже Да, и для тех, после. кому голова сейчас мешает это почувствовать, я рекомендую произнести одну фразу. Уважаемая голова, ты очень важная часть меня, но, слава богу, не единственная. Класс. И знаете, что я хотела бы еще обсудить? Если мы опять-таки возвращаемся к пробуждению, да, можно как-то заменить это слово, конечно, там, да, к ясночувствованию, яснознанию, к связи с Богом. Какие этапы проходит человек на пути к контакту с Божественным? А, Есть разные способы. То есть вот как понять, человек сейчас, да, сидит там и думает, ну вообще на каком я этапе, как-то себя идентифицировать? Вот так вот. Ну, опять, характеристика пробуждения очень разные, да? Просветление, пробуждение, некоторые отрицают вообще такое состояние. Если начинать от глобального к частному, то исчезновение границ. Вот это вот чувство, что я есть все? Конечно. Я и все, я чувствую это исчезновение границ, я сливаюсь, и у меня приходит абсолютное спокойствие и согласие. А дальше, если мы попадаем к Создателю, там возникает связь с Ним и любовь. Ну, то есть, по сути, вот это чувство любви, соединенности и такого расщепления. Но это же тоже перманентно, да, происходит. То есть какой-то, например, я делаю практику, в какой-то день я себя могу почувствовать вот так вот, а в какой-то день опять раз и схлопнулась. Да, мы вылетаем из этого состояния, но мы знаем, куда вернуться. А каким образом можно вернуться? То есть если человек на вашей терапии, да, он испытывает различные состояния Да. и хочет вернуться, то потом что? Как он возвращается? Состояние – это определенные эмоции, это определенные телесные ощущения, это определенные энергетические вещи, и это мысли. Мысли не так важны. Ну, как мысли не важны, когда куда моя энергия, да, вот мысли направляются, иногда они такие хаотичные. Вот сядешь в медитацию, да, и Мысли – всё. это болтология. Ну хорошо, но они же есть в моей голове. Но вы ничего с ними не делаете. Ну, болтает там кто-то в телевизоре, и все. А кто болтает? Вот это уже интересная история, но это отдельная тема. Вот тот самый внутренний интерпретатор. И если вы запомнили состояние ваше телесное, эту феноменологию, как вы дышите, какие ощущения у вас в руках, ногах, в шее и так далее, вы чувствуете энергию, допустим, вы здесь чувствуете тепло или жар, то вы к этому состоянию можете вернуться по этим критериям. Вы продолжаете возвращаться, и через некоторое время это состояние становится устойчивым. При одном условии, если мы чего-то достигаем, обычно мы проходим проверки. Нас 3-4 раза проверяют, действительно ли мы там. Если мы эти проверки проходим, все,
эта тема вообще из жизни уходит. Например, какие проверки? История про то, что, ну, давайте возьмем наши любимые деньги. Мгм. У вас возникает ощущение, что их дофига, Мгм. и что деньги нужны не только для того, чтобы удовлетворить себя, но и для того, чтобы сделать что-то для других людей. Постарайся сейчас почувствовать это состояние. Мгм. Скажи, деньги сейчас на 10 баллах, Деньги сейчас на 10 баллах, на 9, на 9, на 8, на 8. на 8. Мгм. Это значит, что, типа, финансовое изобилие подросло в моем состоянии. Конечно. Да. И если ты вдруг опять впадаешь в дефицит, в страх, Мгм. ты говоришь, о, как сильно я съехала, как я организовала себе это замечательно. Раз, и ты опять на 9. Сама. Я Конечно. не понимаю, как это работает. Ты подумала, просто хочу быть на 9? Нет, почувствуй состояние еще раз. Ну, такое все, оно нельзя потрогать это. Это на кончиках пальцев, безусловно. Не, ну давай возвращайся, я же чувствую, что ты не вернулся. Зачем тебе себе отказывать в таких деньгах? Или ты хочешь всю жизнь тяжко трудиться? Нет, я люблю свою работу, вообще обожаю. Но хочется, да, вот это ощущение словить, что денег много в жизни, и А для этого нужно такое широкое четко чувство. понимать, да, что это я не кормлю ими свое эго, Мгм. а я с помощью этих ресурсов помогаю изменяться миру. И мир мне платит деньгами за то, что я в этом участвую посильно. Аллилуйя. Как тебе это? Да, мне нравится. Я потом вырежу этот кусочек, буду пересматривать. Хорошо договорились. Да, состояние реально поменялось. Но все-таки вопрос. Кто же болтает в моей голове? Ну, он к тебе обращается ты или я? Я. Хорошо. Это болтает интерпретатор, То есть какая-то часть меня интерпретирует. который у тебя имеет некое представительство в левом полушарии твоего мозга. Мало этого, есть работы, определяющие, где конкретно это живет у людей. И основная функция интерпретатора только одна. Хотя бы чуть-чуть уменьшить неопределенность. Потому что у нас есть некая совершенно абсурдная идея, что если мы что-то объяснили, неопределенности становится меньше. То есть, по сути, это часть, которая хочет меня обезопасить. Да. Она такой защитник, да, и думает, что с ней мне проще. Да, но при этом, обратим внимание, она все время рассказывает что-то страшное. Но это такой рептильный мозг, который раньше меня защищал от тигров, саблезубых, да, и вообще от опасностей, которые могут быть. А теперь в современном мире как бы мир изменился, а мой мозг как будто не перестроился. Ну, вот у большинства людей, да, так? Ну, Как любая служба безопасности, это служба безопасности, которая называет полковник, заинтересована в том, чтобы рассказывать тебе страшное. А говорить, что накладные расходы на безопасность все время растут, Мгм. и что в туалет без нее выходить не стоит. Как тебе эта версия? Да, и, есть такое. То есть, получается, это матричные установки. Да, мало этого, если бы хотя бы 5% из того, что она тебе болтает всю жизнь, произошло, мы бы с тобой здесь не сидели. Мгм, мгм. Действительно, вот эти вот страшные картинки, да, которые там попадаются только что родившей маме, да, что с ее ребенком вот уже сейчас что-то там произойдет, что-то случится, это как будто бы там такая кнопка, сигнализация, там все, убереги ребенка, там, да, вот как будто Здесь много программа нюансов. подкидывает. Обрати внимание, что на то, что нам угрожает, неважно, в психологическом плане, в физическом плане, наша задача выжить. И организм на это выделяет энергию без ограничений. Мгм, Потому что надо выжить. мгм. Ребят, какие тут экономии? И поэтому за этим всегда тоже стоит программа. Получается, и с этим тоже можно работать, да, Конечно. успокоить вообще Элементарно. своего говорителя. Безопасно нам не будет никогда, потому что безопасность связана с неопределенностью, и мы не знаем, что будет через следующие 2 минуты. 100%. Но состояние безопасности мы вполне можем испытывать, потому что это состояние. А вы в каком состоянии живете? То есть к вам, как вы думаете, почему к вам так тянутся люди? Я люблю расслабуху. И второе мое, так сказать, любимое состояние интереса и любопытства. Мне офигительно интересно наблюдать за миром, за собой, исследовать, помогать людям. Это кайф, потому что это та потребность, которая никогда не может быть удовлетворена. Все время интересно.
А есть у вас ощущение, что там, ой, я всемогущий, могу управлять состояниями Не, детей? нет, отдельная палата мне в этой жизни не грозит. Мой любимый анекдот на эту тему: крик из одной палаты — я посланец Божий, крик из другой палаты — я никого не посылал. Шикарно. Вы Я предпочитаю существование в человеческой части, потому что у богов слишком много проблем. Как это вы красиво сказали. Очень красиво. И знаете, я вот чувствую, что вот что должно было быть в этом интервью, оно вот зафиксировалось. Мы тут с вами и показали, как работает вселенская терапия, да, понятное дело, там гораздо больше спектра, мы сейчас очень точечно затронули, и прошлись по таким и глобальным моментам, и заглянули внутрь, и я свою личную там, да, перепрошивку сейчас И прочувствовала. слегка развлеклись. И развлеклась, вообще мне было весело. Друзья, я напоминаю, что внизу под видео я оставляю все ссылочки на оффлайн мероприятия Леонида и онлайн, поэтому не теряйте, проходите, знакомьтесь и наблюдайте за своим состоянием.